Сейчас мы научимся генерировать анимации при помощи нейросетей. Такие и вот такие. Данный гайд предназначен для плюс-минус прошаренных пользователей. Тут я не затрону то, как устанавливать нейросети и их настраивать. Однако оставлю ссылочки на подобные видосики. Если у вас мощное железо, видеокарта 2000 серии и выше, то переходите по первой ссылке. Если у вас ноутбук или совсем слабенькое железо, переходите по второй ссылке. Там расскажут, как настроить все в облаке, без использования ваших мощностей. Перед тем, как мы приступим к генерации анимации, нам нужен исходник, видеофайл с действиями или персонажем. То, что будет обрабатывать нейросеть. Я возьму исходник видосика, который залетел у меня в ТикТоке на более чем 500 000 просмотров. После того, как мы выбрали видосик, первым делом нам нужно сделать из него секвенцию. Это то, что мы будем отдавать нейросети, а именно порядок кадров. То есть мы разобьем видосик на множество кадров, и это мы искормим в нейросети. Я буду это делать в After Effects, вы можете выбрать любой другой видеоредактор. После того, как мы перешли в After Effects, загружаем сюда видео. А далее я делаю из видео композицию и обрезаю его плюс-минус так, как я хочу, чтобы откуда начиналась и где заканчивалась анимация. Пусть это будет отсюда и примерно до сюда. После того, как мы определились с размерами анимациями, следующий шаг — это настроить количество кадров. Заходим в настройку композиции и выставляем 15 кадров. Сейчас я объясню, почему же 15. Почему же 15 кадров? Первая причина — это ускоряет процесс создания видео в нейросети. Чем меньше кадров мы искормим, тем она быстрее закончит свою работу. Вторая причина — слишком много кадров — это прямой путь к эпилепсии. Когда слишком много кадров, каждый кадр сменяется, он отличается друг от друга, поскольку нейросеть пока не понимает, как делать последовательные кадры. Это создает все эффект очень разнообразного видео, и из-за чего это не оценивается полноценной анимацией, и оно выходит чересчур дикое. Вы можете видеть пример на экране с 15 кадрами и с 30 кадрами. Думаю, очевидно, что 15 кадров все-таки выглядит получше. Итак, после того, как мы выставили количество кадров, мы делаем рендеринг нашей композиции, то есть переводим ее в секвенцию. Для этого я нажму Ctrl-M в After Effects и перейду в раздел рендеринга. Здесь я выберу эпизоды PNG и выберу путь вывода. После чего приступаем к рендерингу. После того, как наше видео преобразовалось в секвенцию, мы наконец можем перейти в непосредственно нашу нейросеть. Работать мы будем в нейросети стабильная диффузия, будем использовать анимешную модель Anything 3. Вы можете использовать любую другую модель под ваши задачи. Что нам здесь нужно? Переходим во вкладку Image to Image. Именно в ней мы будем делать наше видео. Сюда нам нужно загрузить любой кадр нашей секвенции. Я обычно беру первый. И здесь мы дальше проходимся по настройкам. Обычно выставляем 20 шагов, максимум 30. Почему не больше в данной ситуации? Потому что более 30 шагов в аниме делает его слишком детализированным и странно выглядящим. На 30-20 шагах она уже добивается отличного результата, и нам попросту незачем делать больше шагов. Если вы работаете и делаете анимацию с чем-то более проработанным, реалистичными стилями, то, возможно, вам нужно сделать и больше шагов, но вы также должны понимать, что это приведет к увеличению времени, затраченного на создание анимации. Дальше мы указываем ширину и высоту. Здесь мы выставляем как видео, в данной ситуации 720 на 1280 пикселей. А также выставляем Crop and Resize. Если вы где-то указали неправильно по количеству пикселей, это спасет ваше видео от деформаций. Метод сэмплинга я использую самый стандартный. Тут тоже можно экспериментировать, выбирать разные методы сэмплинга, это приведет тоже к разным результатам. И что нас интересует дальше? Некоторые две очень важные настройки. Первая — это CFG Scale. Эта настройка отвечает за силу воздействия нейросети по вашему запросу, к которому мы сейчас перейдем. Здесь я обычно выставляю для этой модели 11. На что это будет еще влиять? Судя по моему опыту, конкретно на этой модели, это усиливает контрастность изображения. Она становится более четкая и контрастная, что тоже нам немножко поможет. И дальше еще более важная настройка — это Denoising Stretch. Это непосредственно то усилие, которое приложит нейросеть на ваше изначальное изображение. Обычно я работаю в пределах 0.5-0.45, в зависимости от результата, который я хочу получить. Какие можете результаты получить с разными настройками, я вот по примеру этой картинки тоже сейчас выведу на экране.
То есть, чем меньше, тем картинка у нас более похожа на оригинал, чем больше, тем нейросеть сильнее отходит от оригинала. Что нас теперь дальше интересует? Это непосредственно составление запроса нейросети для того, что мы хотим получить. Здесь есть очень важный момент, а именно негативные промпты. Что такое промпты, надеюсь, вам объяснять не надо, поскольку люди сюда пришли, которые хоть что-то уже в этом всем понимают. Негативные промпты есть у меня определенный список, который я использую, который, по моему опыту, себя неплохо зарекомендовал. Он будет по ссылке в описании, в Телеграме выложен. В принципе, как и вся дополнительная информация по этому видеоуроку, она будет там же. Там я вас в этом плане и жду. Я думаю, что у вас появится еще очень много вопросов по поводу того, как что сделать. Вы столкнетесь с многими ошибками. Это нормально. Пока я записывал этот урок, работа с этой нейросетью уже сильно изменилась. Тут все вкладки поменялись 100 раз. Поэтому это нормально. Тема очень новая, развивающаяся, все меняется. Давайте переходите в Telegram, там есть что буду подсказывать и отвечать на ваши вопросы. Будем исправлять любые ошибки. Окей, минутка рекламы закончилась, значит продолжаем. Негативные промпты, как я уже сказал, с Telegram берем и ставим один из моих любимых негативных промптов. После того, как мы его поставили, мы составляем запрос того, что мы хотим видеть на изображении. Обычно я беру изображение и иду в переводчик с ним. Не буквально. Здесь я описываю картинку, что на ней происходит. В данной ситуации это девушка. Она танцует. Каштановые средние волосы. Улыбается. Красная майка. Черные шорты с подтяжками. И на фоне бейсбольного поля. Этот запрос мы копируем и переносим в промпт. Что мы делаем дальше? Нам нужно отработать несколько кадров по определенному промпту для того, чтобы составить наше изображение и оценить результат, который мы получим в конце именно видео. Для этого мы нажимаем Generate. Ожидаем некоторое время, пока наша нейросеть обработает изображение. Это может происходить быстро или долго, в зависимости от вашего железа, либо того, где вы генерируете. Ну, я думаю, что вы вполне это сами знаете. Мы получили результат, мы можем теперь его посмотреть, оценить, насколько нам нравится. Если нам что-то не нравится, мы что-то хотим убрать, мы можем спокойно дописать в промптах, что-то добавить, например, аниме стайл, либо наоборот в негативных промптах добавить какой-то элемент, который нам мешает. Например, бывает часто на видео у людей маски, мы можем их убрать, если допишем негативные промпты маск. Там mask on face и тому подобное. После того, как мы получили приличный результат, есть еще один важный момент. Мы скопируем seed картинки и вставим его вот сюда. Это поможет сделать нам картинки между собой, которые будем генерировать в анимации, немножко более похожими между собой. Для этого мы скопируем seed, с теми же настройками попробуем выполнить еще одну генерацию, но уже с другой картинкой из секвенции. Отлично, меня в принципе вполне удовлетворяет результат, поэтому переходим к следующему этапу. Мы переходим в Batch и указываем ссылку на нашу секвенцию и на выход, куда это все должно сохраняться. В данной ситуации я работаю с Google Colab, я копирую ссылку на свою секвенцию, вставляю ее в Input директоре, а в Output директоре я создам папку еще одну, в которой у меня будет сохраняться результат. Он создаст папку отдельную, как я ее назвал, и сохранит в нее всю секвенцию уже в переделанном виде. То есть, таким образом, мы отправляем большое количество кадров за раз, не за раз, а по очереди, и они будут все обрабатываться и ложиться аккуратно в папочку, которую мы укажем. Нажимаем генерацию и останется подождать. Ждать нужно будет долго, поскольку кадров большое количество, каждый надо обработать. Насколько долго, зависит от вашего количества кадров, ваших степов и от ваших настроек. После того, как мы закончили генерацию, мы можем видеть в папке выхода все нашу секвенцию, уже переделанную в аниме. Мы можем открыть и, в принципе, пролистать для того, чтобы понять, как это будет выглядеть примерно в видео. В принципе, результат вполне себе неплохой, поэтому мы идем в After Effects вновь.
После того, как мы сгенерировали секвенцию, мы возвращаемся обратно в After Effects. И здесь нам предстоит сделать из нашей секвенции вновь видео. Я переношу папку с нашей секвенцией прямо в After Effects. Он здесь автоматически определяет ее как секвенцию. Также я прикреплю сюда видео исходника, и от него мы будем отталкиваться. Создадим вновь композицию, переместим поверх секвенцию. И тут здесь очень важный момент. Поскольку у нас всего 15 кадров в секунду, ускорение происходит в 2 раза быстрее, поскольку изначальное видео 30 кадров в секунду. Чтобы это исправить, мы просто нажимаем правой кнопкой мыши по нашей секвенции, переходим во время, растягивание по времени и выставляем 200. То есть мы увеличиваем количество кадров, грубо говоря, до 30. Ну, по сути, у нас будет производиться всего 1 кадр в 2 кадра. Таким образом, мы удлинили нашу секвенцию, мы можем найти место, где мы генерировали, плюс-минус поставить туда и посмотреть наш результат. Вполне себе неплохой результат. А что можем с ним еще сделать, чтобы улучшить ситуацию? Есть функция дополнительного создания кадров от непосредственно After Effects. В некоторых случаях оно помогает улучшить финальный результат, но не всегда. Тут нужно смотреть по ситуации. Для того, чтобы включить увеличение количества кадров, мы тыкаем 2 раза вот сюда, и количество кадров прибавилось. Что делает After Effects? Он берет первый кадр, второй кадр и смешивает их, создавая еще один дополнительный кадр. Но это также приводит и к артефактам. Я сейчас запущу, и вы сможете увидеть вот эти вот средние кадры, которые являются смесью, и они создают немного странный эффект. Я бы, допустим, в данной ситуации, в этом видео не использовал бы это. Тут нужно смотреть все по ситуациям. А в целом это все, что нужно знать про создание непосредственно этих анимаций. Дальше это только ваши эксперименты, ваши настройки, ваши модели, которые будут помогать вам сделать результат. Однако я могу вам еще кое-что посоветовать, что улучшит ваш финальный результат, а это именно то, как работать с исходником. Не всегда исходники хорошего качества, не всегда они удачные, и это нужно чуть-чуть править, поскольку именно исходник влияет на финальный результат. Именно от исходника будет зависеть насколько у вас будет качественная генерация. И для этого мы можем в том же After Effects перейти в эффекты и шаблоны, зайти в коррекция цвета, допустим, накинуть автоконтраст, накинуть автоуровни, автоцвет, перейти во вкладку размытие резкость, добавить контурную резкость, сделать линии более четкими. Это все поможет стабильной диффузии обработать картинку лучше. Ну, также можем править в изначальные исходники ненужные нам элементы. А какие вообще это дает возможности? Это дает нам возможности создавать болванки в блендере, в других программах, снимать себя на видео, а дальше это все преобразовывать через нейросети в финальный результат, финальную картинку. Например, в данной ситуации мы взяли шаблон с танцующей девушкой, которую мы переделали в аниме-стиль, но нам ничего не мешает снять себя на видео и переделать в киберпанк стиль, в Pixar анимацию, диснеевскую и тому подобное. Можете работать со стилями, можете работать с разными настройками, и это все приведет к вашему финальному результату. Я надеюсь, это видео вам было полезным, я ответил на ваши вопросы, которые вы меня спамили в Пикабу и других соцсетях. Заходите в телеграм-канал, там будет обсуждение этого всего, там будет дополнительную информацию скидывать, какие-то свои настройки. Также сможем там поделиться между друг другом своим опытом и в целом сделать анимации качественней и лучше. Поэтому спасибо за просмотр и удачи!